Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание полнолунию, которое нас всех с вами ожидает 18 января 2022 года. И уже сейчас многие из нас ощущают уже его влияние. Дело в том, что полнолуние будет непростое. Плутон будет вызывать бурные эмоциональные реакции, гнетущие впечатления, обиды, да и просто, возможно, у людей быть подавленное настроение. С другой стороны, нас с вами может толкать на глубокие личные изменения, но все равно чувство грусти будет превалировать. Так как полнолуние у нас с вами будет в знаке зодиака Рак, поэтому оно затронет семейно-родительские отношения, детские дела, вопросы недвижимости, дома и нашего рода. Обстоятельства будут вынуждать пересматривать все эти дела. Плюс ко всему еще у нас с вами и ретро-меркурий, и он будет хорош для дел, которые ранее были отложены в долгий ящик. Кроме того, сейчас будет наблюдаться торможение во всех делах, и будет казаться, что все события происходят как в замедленной съемке. Конечно же, это полнолуние повлияет и на отношения с начальством, на карьерные цели и достижения в социуме. Это, друзья, у нас с вами будет и первое полнолуние. Примечательно и то, что это полнолуние в знаке зодиака Рак будет накануне крещения, православного праздника, который многие знают по купанию в проруби и святой водичке. Вода и правда обладает удивительными свойствами. И это живительное действие высших сил, которое начинает работать в полнолуние. Поэтому точное время полнолуния 18 января в 2 часа 49 минут по московскому времени. Остальные регионы добавьте свою поправку во времени. Эффект полнолуния будет ощущаться плюс-минус 1 сутки. И вы знаете, в данном случае 17 и 18 января будут проходить в ауре полнолуния. Полнолуние будет происходить на оси Рак-Козерог, ось кардинальных знаков, и Рак, соответственно, все кардинальные знаки, а это у нас Козерог, Рак, Овен, Весы, которые будут иметь планеты и будут очень хорошо чувствовать это влияние. И события в это время будут зависеть от того, по какому пути вы идете и от ваших реакций на них. Поэтому обращаем ваше внимание, кто еще не вник, полнолуние у нас с вами будет в 2 часа 49 минут по Москве 18 января. Поэтому в ночь уже с 17 на 18 у нас полнолуние. Как вы знаете, полнолуние – это особое время, поэтому важно, чтобы вы направляли свою энергию только в созидательное русло. Если у вас раздражение, апатия, то занимайтесь спортом и сделайте обязательно практику для освобождения от всего ненужного. При этом ненужным может быть все, что угодно. Это не только вещи или предметы, могут быть и привычки, ваше состояние. Напишите на бумаге те вещи, от которых вы хотите избавиться, после чего сожгите листочек и наблюдайте, как все это превращается в пепел, а вместе с ним и уходит тот негатив. Полная луна может вызвать у человека чувство тревожности, неопределенности, обеспокоенности. Поэтому, пожалуйста, будьте очень внимательны и будьте осторожны. Особенно пару дней до полнолуния и после полнолуния, так как люди будут склонны к каким-то поспешным решениям и опрометчивым действиям. И мы рекомендуем в полнолуние в первую очередь постараться избавляться от обид и писать практики прощения. Это очень важно. Также с 18 января хорошо выкидывать или отдавать ненужные вещи, расчищать и очищать пространство, делать уборку. Также с 18 января проведите практики очищения и массажа.
Можете загадать даже желание. Обязательно напоминаем в настоящем времени и прочувствуйте, насколько это ваше желание и откликается ли душа на него. Также наполняйте себя лунным светом и энергией. Сделайте простую медитацию, закройте глаза и представьте, что вы купаетесь в лунном свете, что луна наполняет вас женственностью, мягкостью, добротой, и вы сияете. Прочувствуйте это с удовольствием и наслаждением. Для овнов и весов это будет непростое время. Обращаем на ваше внимание возможны конфликты или принуждение к чему-то. Поэтому, уважаемые овны и весы, вам важно действовать. Для тельцов и дев это будет благоприятное полнолуние. Вы сможете найти удобный выход из любой проблемной ситуации. А вот близнецы и львы, это полнолуние будет гармонично для вас. Вы сможете получить поддержку из окружающей среды. Для раков это полнолуние будет самое важное в этом 2022 году. Что же касательно скорпионов и рыб, это полнолуние будет особенно благоприятным. Вас ожидает какая-то удача, поэтому, уважаемые скорпионы и рыбы, не пропустите предоставляемые жизнью возможности. Стрельцы и водолеи, для вас это полнолуние будет интересным. У вас возможен возврат каких-то ситуаций с прошлого. А если вы не сможете трансформироваться и пройти уроки, которые вы ранее не смогли усвоить, то это полнолуние принесет вам только разочарование. Для козерогов это полнолуние будет напряженным. Вас могут поставить перед проблемой выбора, поэтому вам важно будет найти жизненный баланс. Вопросы, на которые нас призывает ответить это полнолуние. Были ли вы неуверенными в себе, инфантильными или надоедливыми в течение этого месяца? Шли ли вы окольными путями к тому, чего вы хотите, вместо того, чтобы пойти напрямик? Были ли вы мрачными, угрюмыми, скрытными и манипулирующими? Одолевали ли вас депрессивные, параноидальные или тревожные мысли? Проводили ли вы достаточно времени с семьей и с близкими людьми? Попытайтесь найти ответы на эти вопросы. Если не можете ответить, перепишите и постарайтесь в следующее полнолуние ответить на эти важные вопросы. И сейчас многим из нас важно найти баланс между стремлением к свершениям в социуме и потребностью в качественном времяпровождении дома. Конечно же, это полнолуние будет иметь свою определенную энергетику, и именно энергия этого полнолуния эмоционально зависимая. Поэтому основное послание для многих людей этого полнолуния – это постараться ощутить уверенность в себе. Обращаем ваше внимание, в это полнолуние 17-18 января могут происходить те события, которые повлияют на вашу жизнь и на вашу дальнейшую судьбу. Полнолуние Волка, это волчье еще называют это полнолуние, наиболее благоприятно будет подходить для дел, для ритуалов, практик и некоторого списка дел, которые при определенных условиях могут значительно повлиять на вашу жизнь. И обязательно проведите в это полнолуние очень сильную практику, связанную с водой. Для этого вам понадобится прозрачный стакан, вода и монетка серебряного цвета. Налейте в стакан водички до краев и поместите монеточку. Далее поставьте стакан на подоконник так, чтобы на него падал лунный свет, то есть с 17 на 18 января. И скажите следующие слова. Желание свое произношу, душу в него вложу. Вода и луна будут ему проводником, серебро монеты приведет желаемое в мой дом. Да будет так. И оставляйте этот стакан на подоконнике на всю ночь. На утро положите монетку в кошелек или под чехол телефона, чтобы она служила магнитом для привлечения вашего желания в свою жизнь. Также время от времени проговаривайте свое
желание, только помните о том, что это желание должно быть произнесено искренне, с радостью и с пониманием того, что да, действительно это вам нужно. Вот, друзья, у нас с вами будет такое полнолуние, первое полнолуние в 2022 году. Давайте вместе с вами заложим основы на весь 2022 год, а для этого мы должны знать полную информацию об этом полнолунии. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, а мы с вами уже услышимся в следующем видео.